Почему глаукому называют тихой? Естественно, при этом сразу теряется зрение, возникает куча проблем у человека. Ну, давить не на то место, если только не на глазки, а на уши. У меня много пациентов так вот периодически приходят, у которых лечится элементарно просто буквально за несколько минут. Глаукома – это один из диагнозов, который с возрастом беспокоит людей очень часто. Врачи говорят, что глаукома фактически не лечится, что нужно, в лучшем случае сажают на применение капель, а потом просто оперируют. По-другому они считают, что не лечится. Правда ли это? Нет, неправда. На самом деле глаукома лечится элементарно просто буквально за несколько минут. Но она как бы несколько минут в день, да, то есть вы делаете и живете спокойно, без мучений и глаукомы, без нарушений зрения. Многие думают, что глаукома — это просто плохое зрение в старости. На самом деле при глаукоме происходит одна простая вещь. У нас в глазу есть две камеры. Передняя камера глаза между роговицей и хрусталиком, и задняя камера глаза между хрусталиком и сетчаткой. Обе камеры наполнены жидкостью, нашей вот этой внутриглазной жидкостью. Вырабатывается эта жидкость в передней камере глаза. То есть специальная там есть система, как она вырабатывается. И через определенные каналы проходит уже во вторую камеру глаза. И там происходит всасывание этой жидкости. То есть таким образом идет циркуляция. Когда вот эти канальчики, по которым идет отток из передней камеры глаза во вторую камеру глаза, в заднюю, забиваются, сейчас скажу, чем они забиваются, то тогда возникает повышение давления в передней камере глаза, которое может сопровождаться не только с напряжением глазного яблока, но и болью. Потому что мы говорили, что болевые рецепторы в оболочках. То есть и в роговице в том числе. Соответственно, вот что такое глаукома. То есть повышение давления в передней камере глаза. Не просто внутриглазного давления, как это обычно говорят, а именно в передней камере глаза. Но повышается оно именно потому, что нарушается отток в заднюю, во вторую камеру глаза. Почему нарушается? А потому что он идет как раз в цилиарной мышце. И при напряжении цилиарной мышцы она просто передавливает эти канальчики, по которым идет отток, и, соответственно, отток нарушается. А поскольку продолжает вырабатываться в передней камере глаза, повышается внутриглазное в передней камере глаза давление, и у человека появляется эта симптоматика. Зрение при этом не нарушается, но боли возникают. Соответственно, убрать это элементарно просто. Подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить методики исцеления от серьезных заболеваний. Почему глаукому называют тихой? Чем она опаснее катаракты? Катаракта — это помутнение либо прозрачных сред, либо это помутнение роговицы, либо это помутнение хрусталика. Соответственно, перестает проходить эта картинка, которую мы видим через помутневшие эти среды, и мы теряем зрение. Да? Возникает помутнение катаракта по одной простой причине. Нарушается кровоснабжение этих сред глаза. Либо это роговица, либо хрусталик. Тогда они начинают мутнеть, когда недостаточно крови к ним притекает. Естественно, при этом сразу теряется зрение, возникает куча проблем у человека. Поэтому люди быстрее реагируют на эти изменения. При глаукоме, я говорю, кроме боли человека особо-то ничего не беспокоит. На зрение глаукома не влияет. А возникает она именно из-за напряжения этой цилиарной мышцы. Суставы, зрение, сосуды, сердце. Что бы вас ни беспокоило, решение всегда есть. Ищите ссылки в описании под видео. Найдите свою тему, подпишитесь, нажмите колокольчик. Получается, что человек может не заметить, что у него есть глаукома, а потом уже будет плохо. Нет, плохо не будет, но
Не заметить человек сначала может. Вот. А как узнать, есть ли у вас глаукома или нет? А элементарно просто. Попробуйте вот понадавливать. Взяли два пальчика и надавили слегка на глазные яблоки. И вот запомните твердость глазных яблок. Потом подойдите к своему ребенку и также аккуратненько надавите ему на глазные яблоки. Вот у него мягкость глазного яблока такая, какая она должна быть. Если у вас она тверже, глазное яблоко тверже, чем у вашего ребенка, значит, у вас уже начинается глаукома. Но страшного в этом ничего нет, потому что убрать ее очень легко. Стандартное назначение врачей при глаукоме. Сначала капли человек капает, а потом они заставляют человека делать операцию. Но операция заключается в восстановлении оттока из передней камеры в заднюю. Вот. А капли, ну, видимо, где-то, наверное, расслабляют эту цилиарную мышцу или, может быть, расширяют вот сами сосудики, по которым идет отток. Я не знаю конкретно действия. Вот. Но они не убирают причину, самое главное. Вот. А убрать причину совершенно несложно. И вы можете сделать буквально за полминутки. Если у вас или ваших близких глаукома, обязательно посмотрите это видео до конца. Изучите плейлист «Зрение». Там разборы по каждой проблеме глаз. Ссылку найдете в описании. Подпишитесь, чтобы не потерять. Что нужно делать, чтобы вылечить глаукому? Нужно восстановить отток из передней камеры в заднюю. Делается это элементарно просто. Ну, своего рода таким массажем или легким продавливанием от этой самой передней камеры глаза. Берете два пальчика, надавили, резко отпустили. Надавили, резко отпустили. Только не надо выдавливать глазные яблоки. Они вам еще пригодятся. Давление должно быть достаточно легким. Вот 30-40 раз вот так вот берете и делаете. Вот. И запомните, какая твердость глазного яблока была в начале, когда вы начали. И посмотрите, что после 30-40 раз глазное яблоко стало гораздо мягче. Вот. И лечится глаукома вот таким вот образом. То есть это давление снимается сразу же. Вот. А дальше, чтобы оно опять не повышалось, просто возьмите себе за правило несколько раз в день взять и потрогать свои глазки. Если они мягкие, значит ничего делать не надо. А если они опять стали твердыми, значит возьмите и опять прокачайте. Все. Ничего сложного в этом нет. Никаких операций, никаких капель не нужно. Все гораздо проще. И будете спокойненько жить, и ничего вас не будет беспокоить без глаукомы. А есть ли какие-то упражнения или какие-то вещи, которые нельзя делать при глаукоме? Единственным, наверное, противопоказанием при глаукоме является повышение давления. То есть поднять что-то, тяжесть какую-то, повышение внутрибрюшного давления. Да? Желательно, чтобы внутричерепное давление не повышалось, артериальное давление не повышалось. Вот как-то постараться избегать вот этих напряжений. Да? Вот, тогда и не будет повышаться. Но опять-таки, я говорю, убрать эту глаукому 30 секунд делов. Совершенно несложно. Поэтому, ради бога, уберите давление, снизьте давление, а потом поднимайте тяжести сколько хотите. Поэтому все просто. С глаукомой все очень просто. Эффект вы получаете с одного раза. А дальше нужно просто смотреть, какие у вас глазные яблоки. Мягенькие или твердые. Я об этом уже сказал. Если они мягенькие, можно ничего не делать. А если они стали опять твердыми, значит нужно опять взять и прокачать. Вот и все. Несложно несколько раз в день потрогать свои глазки. Не проблема. Ну, посмотрите, если они у вас становятся снова твердыми, значит, делайте, пока они не перестанут вставать. Как они перестали твердеть, все, значит, можно не делать. Практически точно так же самостоятельно можно исцелить практически любую проблему, которые возникают у людей. Вот самостоятельно, без лекарств, без операций. Вот. Как это сделать? Есть ссылка в описании под этим видео. Приходите, друзья, пожалуйста, и займитесь своим здоровьем. Все в ваших руках. Люди часто спрашивают, а есть ли какие-то ошибки, которые можно допустить, делая вот эти прокачивания глазных яблок? Здесь ошибка может быть только одна и единственная. Если вы делаете это со всей пролетарской ненавистью и пытаетесь выдавить себе глаза. Вот этого нельзя делать ни в коем случае. В остальном здесь ошибок нет и быть не может. Слегка надавили, резко отпустили. Слегка надавили, резко отпустили. Надавили, отпустили. Все.
Вот какие здесь могут быть ошибки? Ну, давить не на то место, если только не на глазки, а на уши. Тогда, может быть, это будет ошибка. А так больше ошибок нет. У меня много пациентов так вот периодически приходят, у которых не только там нарушение кровоснабжения головного мозга, там катаракты, но и глаукома тоже в том числе. Вот, и слава богу, я пока еще не видел. Ну, из тех, кто так периодически время от времени ко мне ходит, никто еще, по-моему, и не собирается делать операцию, потому что нет необходимости никакой. Все лечится легко очень, все проходит. Тем более, что даже сама по себе глаукома, я говорю, даже не всегда беспокоит. Делать операцию или капать капли при глаукоме, ну, это глупость полная. Вот, глаукома легко-легко убирается вот двумя пальчиками, вот, буквально за 30 секунд. Вот. А только единственное, что потом надо контролировать и смотреть, проверять, опять не повысилось ли снова внутриглазное давление. Если повысилось, опять взять, прокачать полминутки и все. Вот, и так до тех пор, пока оно не перестанет повышаться. Все просто, все очень просто. Дорогие друзья, если у вас возникли какие-то проблемы с глазами, нарушение зрения, нарушение кровоснабжения сетчатки, катаракта, глаукома или еще что-то, переходите в плейлист зрения. Там все есть, все можете узнать. Подпишитесь на наш канал и смотрите нас. Всего доброго, до встречи.